Двое дорожных рабочих спустились к мосту через небольшой ручей в Сейдивилле, штат Кентукки, чтобы осмотреть место предстоящих работ. День был прохладный, вода в ручье ледяная, но именно она привлекла их внимание. В мутной воде, наполовину скрытой в грязном полиэтиленовом пакете, находился кто-то живой. Подойдя ближе, рабочие замерли от ужаса. Из рваного пакета торчала крошечная голова щенка. Малыш из последних сил цеплялся за жизнь, с трудом высовывая мордочку над поверхностью воды, чтобы сделать хоть один глоток воздуха. Понимая, что времени на раздумья нет, мужчины бросились к воде и достали несчастное животное. Щенок был совершенно обессилен, он не реагировал на прикосновение, его маленькое тело дрожало от холода, а шерсть пропиталась ледяной водой. Дорожные рабочие поспешили в ветеринарную клинику, но даже опытный врач, осмотрев щенка, только покачал головой. «Честно говоря, шансов практически нет», — сказал он. Переохлаждение, сильное истощение, стресс, вызванный ужасом перед медленной смертью в ледяной воде, все это оставляло крохотному существу лишь призрачную надежду на выживание. Но самое страшное было в другом. Когда рабочие достали щенка из воды, они увидели, что пакет был набит камнями, тяжелыми, мокрыми, весом не меньше 10 килограммов. Очевидно, кто-то специально хотел утопить бедное создание, а чтобы тот не смог выбраться, завязал пакет на узел. Однако судьба распорядилась иначе, человек, задумавший это преступление, использовал старый и рваный пакет. Щенку каким-то невероятным образом удалось протиснуться сквозь небольшую дыру и выставить мордочку наружу. Если бы разрез в пакете был чуть-чуть меньше, если бы течение было чуть-чуть сильнее, его бы уже не удалось спасти. Когда щенка начали обследовать, ветеринар сделал неожиданное открытие. Оказалось, что малыш родился глухим и слепым. Именно из-за этого, скорее всего, его и попытались избавиться таким жестоким способом. Для некоторых людей такие щенки кажутся бесполезными, но на самом деле они способны жить полноценной жизнью, если о них заботиться. Спасенную девочку назвали Чапель. Оказалось, что она принадлежит к породе австралийских овчарок и является носителем редкой мутации. Внешне это проявилось в ее белоснежной шерсти с красивыми пятнышками, но, к сожалению, вместе с этим она унаследовала врожденную глухоту и слепоту. Тем не менее, в ее крохотном теле билось огромное сердце, полное желания жить. Все думали, что Чапель долго не продержится. Однако, когда ее согрели и накормили, щенок неожиданно начал подавать признаки жизни. Сперва она просто тихо повела носом, пытаясь уловить запах еды, затем чуть приподняла голову, а спустя пару часов уже ползла в сторону миски с едой. Спасатели не могли поверить своим глазам, малыш, которого списали со счетов, вдруг начал оживать. Чапель должна была погибнуть дважды, сначала как слабое, неполноценное создание, а затем, по воле жестокого человека, бросившего ее умирать в холодной воде. Но судьба распорядилась иначе. Другие люди, те, у кого были добрые сердца, спасли ее, дали тепло, заботу и шанс на новую жизнь. Эта удивительная история произошла незадолго до Рождества, и многие увидели в ней символ чуда и надежды. Чапель быстро стала местной знаменитостью, ее фотографиями и видео делились в соцсетях, люди восхищались ее силой духа. А когда в приюте объявили, что ищут ей новых хозяев, желающих оказалось очень много. В итоге Чапель обрела дом в соседнем штате, где ее ждали любящие хозяева. Теперь у Чапель есть все, чего она была так несправедливо лишена в начале жизни: теплая кровать, полная миска еды, человеческая ласка и забота. Она растет веселой, любопытной и даже научилась ориентироваться в пространстве, несмотря на свои особенности. Чапель – живое доказательство того, что любовь и доброта способны творить настоящие чудеса.